Всем привет, дорогие наблюдатели! Продолжим наш сериал «Снято в небе». Приключения дронов, аномальные разговоры в правительстве США, призыв инопланетных шаров с помощью собак, сфера НЛО, которая стерла человеку отпечатки пальцев и секретные документы. Все это возможно в этом выпуске, а возможно мы еще продолжим надолго этот сериал. В небе все тот же трафик. Люди снимают разные явления, такие как внезапные полеты объектов, так и просто зависшие шары в небе. В дальнейший сериал я планирую добавить много скандалов, много вопросов и много событий. Я вот в начале видео упомянул о собаках. Вам, наверное, интересно, что за собаки, как это призыв с помощью собак. Как-то совсем недавно Джейк Барбер дал такую идею – призывать шары с помощью собак. Я сначала так же, как и вы, не понял, в чем прикол, почему с помощью собак, как собаки могут вызывать пришельцев. Давайте будем немного точнее, они используют собачий свисток. Как оказывается, собачий свисток, он отпугивает собак, но привлекает объекты в небе. Ультразвук настраивает частоту и объекты появляются. Но я думаю, что здесь немного другая фишка. Здесь наоборот, я думаю, что человек настраивается на эту частоту, и с помощью этого телепатически происходит вот то самое явление контакта. Я вот немножко сижу в программе, да, свожу некоторые частоты, немного кодов распределим, выровняем, и я, знаете, честно говоря, по правде, сам пойду скоро на охоту, да. Никому не говорите, да. Если поймаю пришельца, я обязательно здесь оставлю ссылки на все координаты. Так вот, дорогие друзья, несколько жителей услышали точнее, что Джейк Барбер сказал о свистке, они решили это попробовать. И знаете, у них это получилось. Эта тема, конечно, да, она впечатляет, но нужно быть предельно аккуратным. Этим парням не стоит доверять, ибо за этим может стоять определенный замысел, то есть вы подключаетесь на определенную частоту. Если в этой частоте упоминается слово гармоника, здесь определенно нужно быть внимательным. 25 апреля 2025 год. Человек ради прикола решил взять с собой собачий свисток и попробовать вызвать НЛО. Он говорит, что когда-то в детстве они насмотрелись фильмов, и тогда они еще пытались как-то призвать призраков, НЛО, духов и прочих существ. Так вот, он говорит: я не использовал протокол CA5, или другие методы, которые могут использоваться. Человек говорит: я лично видел, как появляются несколько сфер из ниоткуда в определенной области неба. Поэтому, когда я все увидел, я сказал: нам нужно это записать. И мы стали записывать все 11 минут видео. Корабли были очень низко к земле. Было видно, как они телепортировались. Especially weird because it does seem to appear the same way as the first, where it kind of lingers in the clouds and then appears, but that's kind of up to discretion with the quality of the video. The third clip, this one, to me, personally, I think you're gonna like this. I think you're gonna be interested in this because this was naked to our eye. We did not see this part. This footage slowed down shows that... Так как автор не скинул полную запись видео, мы сейчас посмотрим случай номер 2. Здесь, конечно, экшена немного побольше. Я думаю, вам это понравится. Зона, апрель 2025 год. На видео мы видим огромный трафик разных объектов в движении. Что-то медленно летит, а что-то наподобие самолета издает такие вот проблесковые огни. Все летят, пока что в одну сторону. А в некоторых объектах яркость увеличивается. Где-то видно, как на далеком расстоянии объект просто висит и немного пульсирует. А спустя 30 секунд внезапно пролетает вот это вот.
Здесь у нас также видно, что-то здесь пролетело. Не знаю, может быть это метеоры летают так вот активно. Но давайте еще обратим внимание, как яркий свет летит вверх, а потом затухает при этом. Если так посмотреть, то кажется, что во всем этом сюжете все эти яркие объекты летят каждый по своим делам, каждый чем-то занят. На самом деле это очень крутое видео, но здесь может быть все что угодно. От спутников до вертолетов, от неопознанных дронов до НЛО шаров, поэтому мы не можем ничего здесь подтвердить, но видео очень интересное. Тем временем, прямо сейчас в Америке вирусится одно видео. Заявление такое: за орбом следует вертолет. Орбы — это шары, их так называют в Америке. 24 апреля 2025 год. Аризона, США. Представляете, снова Аризона. Как в прошлых выпусках, где я показал, как рождаются НЛО-дроны. Так вот, на видео вертолет и неопознанный НЛО-объект, по крайней мере так говорят авторы этого видео. На радаре видно вертолет, мы все уже просмотрели. Владелец — Министерство внутренней безопасности. Вот здесь на радаре мы видим только один вертолет и его путь. Что там было, никто не знает. Никто не знает, что за второй объект, потому что его не было на радарах. Автор говорит, что это был шар, но если просмотреть это видео, кажется, что это какой-то второй вертолет. А возможно, это дрон, никто не знает. Но если такие вот дела, давайте посмотрим, что там в Америке творится. Посмотрим новости аномального мира. Штат Нью-Йорк, Янгстаун. Огромный треугольный корабль, который медленно двигался. Зафиксированное очевидцами наблюдение показывает идеально выровненные огни и бесшумный полет. Where'd the triangle go? I see the one bright light. Whoa, 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 whoa. Where'd it go? Holy shit, where'd it go? Калифорния, 20 апреля. Люди увидели огромный, привлекающий объект. Двадцать 4 апреля. Тампа, Флорида. Здесь по цвету что-то подобное. Здесь у нас наблюдение возле плотины Гувера. Это штат Невада. Объекты выстраиваются в ряд, что и привлекает внимание на проезжей части. Можно немного поближе посмотреть, и снова же в Аризоне. Это у нас 22 апреля. По словам оператора, он видел много нелогических движений и бессмысленные появления в небе. Oh! What? What the? I think one just disappeared and then all of a sudden it was like super shiny. It's like really bright now. That's weird. They were just moving in a triangle, right? They were clearly moving. They were like a
Yeah, it's staying. It's one of them's just staying in a one Yeah, it says spot. red. That whoop, whoop, but then there's like blue. Среди белого дня люди снимают неопознанный шар в небе. Казалось, это так же, как и вертолеты, так и дроны, на что-то намекает. De diámetro. Estamos aquí en el sector de Pocura. En el sector de Pocura estamos. Todos estamos mirando el objeto que se encuentra. Está quieto ahí detrás de las nubes. Вот, пожалуйста. Калифорния. Белый день. 19 апреля. На фоне самолета видно движение шарика. В начале этого видео я упомянул о сфере НЛО, которая стерла человеку отпечатки пальцев. Уже, наверное, больше месяца в сети обсуждают видео, которое было снято в Колумбии. Там мужик заснял якобы серебристый шар. Потом он взял его в руки, и когда он попытался разблокировать свой телефон с помощью отпечатка пальца, у него ничего не получилось. Значит, анализ показал, что у него стерлись отпечатки. Я перевел всю эту историю, полностью просмотрел интервью и внимательно изучил это явление. Не знаю, может быть, немного позже на канале выйдет полное видео, которое будет в комбинации не только с этим человеком, но и с другими людьми, такими как Хуанито Хуан, где, кстати, стоп. У знаменитого Хайме Маусена есть сфера НЛО. Также есть и у Хуанито Хуана сфера НЛО. И у этого человека есть сфера НЛО. И много других людей, у которых есть подобные сферы. Так, чтобы вы понимали, эти сферы раньше летали в небе, а потом они изменили свою форму и даже вес. Но это все будет уже потом, в других видео. Потому что раскрытие данной информации, это, знаете, не каждому дано, не каждому это нужно. То, что энергия обретает форму, для нас, по крайней мере, для тех комментаторов, которых я читаю, и которых мне не очень хочется уже читать, для них вот это все Советский Союз, где они смотрели мультик о скатерти, которая дает пищу, то есть материализует какие-то вещи. Вот, если они мультик этот смотрели, ни хрена не поняли, то зачем им данные истории, правильно? Шоу канала Discovery, которое исследует неизвестное и делает прикольные фильмы. В общем, они засняли двухсерийный эпизод на острове Каталина. И во время съемок фильма они записали световой шар ЮАП, который покидает воду сразу после того, как якобы команда засняла фильм. Ну, проще говоря, данный шар НЛО случайно попал на видео. Напомню, что ВМС США, они ранее заявили, что НЛО-объекты Тик-Так ныряли в воду и выныривали из воды. У меня, как обычно, во время монтажа видео правительство США публикует какую-то новую волну документов. Это уже классика, да, цикл за циклом. В этой волне, знаете, что говорится? Прямые доказательства на тему UFO. Как вам такое? А? Итак, источники информации: национальная разведка, Министерство обороны, авиация и регулирование ядерного оружия. Нам предоставили фотографии, отчеты и даже засекреченные записи, которые ранее были засекреченными. Все это теперь нам доступно. Вся информация хранилась в базе десятилетиями. Не знаю, на данный момент я сейчас вижу 342 материала, плюс еще 400 на другую тему, ну, на тему НЛО, только более засекреченные материалы. Люди, я помню, просили у меня в комментариях: покажи хоть одну фотографию НЛО корыта. Окей, вот, пожалуйста. Теперь у меня вопрос: что ты будешь с этим делать? Вот целые годы у меня просили какие-то фотографии. Как там люди говорят, официально, правильно? Официально. Они так любят это слово, что я не могу прям. Не, если честно сказать, эта новость очень прикольная. Я думаю, что об этом мы также немножко позже поговорим. Здесь очень много фотографий, много вкладок, где все нужно переводить и проверять также.
Многие вещи написаны от руки, а это усложняет перевод. Здесь реально очень много интересного. Это даже круче. Это круче, чем ожидал я от работы ЦРУ. Я думал, там будет немножко поменьше материала. Кстати, здесь в архиве я немножечко так просмотрел, есть фотографии, которые раньше были в сети, то есть которые я уже встречал по своей памяти. На сайте они обозначены как НЛО, подлинные фотографии, и к этим фотографиям есть полное описание. То есть, что это нам говорит? Это нам говорит, что эксперты проверяли каждую фотографию, и данные снимки являются фотографиями, то есть вы понимаете, о чем я. Другое дело, это уже что на этих фотографиях находится. У меня еще много дел, много работы. Я сейчас здесь немножко поговорил, пообщался с вами. Извините, кому там что-то не нравится, сами понимаете. Вы делаете свою работу, я делаю свою работу в свободном стиле. Так что всех благ, всех благ. Вы думаете, почему я все это время сейчас говорю? В этом есть смысл. А смысл в том, что люди цепляются за каждое твое слово, за каждое твое мнение, в общем, за все, что они считают плохим. А у них плохое — это все плохое. Ха-ха-ха-ха-ха. Vean eso. Hay una luz ahí bien potente, mi gente. ¿Qué es eso? Vean eso, mi gente. Ay, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames.